Девочки, всем привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне на видео. Кто еще со мной не знаком, меня зовут Марина. Всех с первым днем лета, 1 июня. И я решила сменить косметичку. Достаточно долго я пользовалась, целый месяц. И вот собрала себе новые средства на ближайшее время. Косметичка у меня выглядит вот таким образом. Это такой органайзер я брала с сайта Тему. Здесь есть вот такой кармашек и вот такое вот отделение. Его я буду сейчас наполнять, поэтому любители обзора косметичек, продолжайте меня смотреть. Начну я с тональных средств. Тональные средства у меня не изменились. У меня тональные средства это вот этот от L'Oreal. Здесь чуть-чуть осталось, совсем немножко. Это достаточно темный цвет, 120 Golden Vanilla. И мой тональный крем от Maybelline в оттенке 03. Он достаточно светлый, поэтому я их комбинирую, смешиваю. И, кстати, прекрасно смотрится на лице. У меня будут они, тональные средства. Также я пользуюсь вот этим тональным Catrice. Здесь тоже где-то половинка осталась. У меня в оттенке 007. Также очень полюбила вот этот BB-крем от Миша. У меня номер 21. Он светленький, но мне подходит. Если я нанесу сверху темную пудру, прекрасно сейчас смотрится. Мне очень даже понравилось. На лето самое то. Вот именно вот этот BB Миша в красном бутылечке, он именно для жирной и комбинированной кожи. Консилеры у меня все те же. Это от бренда Elf и бренд Be Perfect. Be Perfect у меня оттенок М4 и Elf у меня в оттенке вот в таком беж light, по-моему, да. Light beige, извините. Я их тоже смешиваю. Сначала я наношу вот этот и немного подсветляю, то есть осветляю немного консилером Эльф. Прекрасная комбо, мне это очень нравится. Так, для бровей у меня все тоже мой гель от Essence, который я хочу закончить. Ну, тут уже немножко осталось. Вот, пока я не нашла вот Maybelline, который я хочу, поэтому я пользуюсь от Essence. Не в восторге, повторять не буду, я уже об этом говорила. Когда у меня есть достаточно времени, когда я не спешу, я пользуюсь для бровей вот этим F-Brow Pencil. Я его заказывала с Тем. Здесь вот такой вот, то есть наконечник здесь кисточка. Очень удобно, но чуть-чуть надо заморочиться, уметь прорисовать волоски, извините. Также часто пользуюсь карандашом. Как вы видите, он уже больше половины ушло. От Golden Rose для бровей у меня оттенок 302. Он классно. Не режет, не зеленит. Самое то. Вот такой вот цвет. Классный. Может быть, даже и повторю. Кстати, он очень даже стойкий. И, конечно же, я пользуюсь тенями для бровей в 20 оттенке. Аж Brown, это Catrice. Хорошие тени для бровей. Я, конечно, пользуюсь только вот этим. Этот мне цвет вообще не подходит. Хорошие тени для бровей. Следующее хочу вам показать свои пудры. Пудры у меня все те же тоже, просто я их меняю. До этого я часто очень пользовалась новой своей пудрой от бренда Claressa под глаза, которые, если хотите посмотреть, в предыдущей косметичке есть и в покупках есть у меня. В этот раз я взяла себе, поменяла я от Essence пудру, которая вот в 3 оттенках. Тоже прекрасно лежит под глазами на все лицо, но тоже перебарщивать не надо. Хорошая пудра, многим она тоже понравилась. Сделана она в Китае. Так, ее я беру. Также я беру пудру от Rival de Loop. Это темный оттенок. Это оттенок у меня 302. Я больше ей пользуюсь. Беру ее для шеи. Вот это достаточно темный оттенок. Ну, тоже хорошо лежит. На лицо тоже иногда пользуюсь. Вот.
И моя любимица в последнее время, в каждом макияже я ее использую как финишную пудру, хотя это хайлайтер от Essence, это деликатный хайлайтер, он запеченный, но прекрасно смотрится как подсвечивающая пудра. Я ее, как сказала уже прежде, наношу как финишную, чтобы шлифовать, как правильно сказать. Вот видите, она очень деликатная, а-ля пудра Hourglass. Вот. Я наношу ее такой легкой натуральной кисточкой. Прекрасно подсвечивает лицо. Вот. Ей я пользуюсь. Так, с чего начнем? Давайте я вам покажу, какие я беру себе бронзеры. Беру я бронзер от бренда Mo Academy. Вот так вот он называется. Хороший бронзер, но он достаточно такой темный за счет вот этого цвета. Я сюда не захожу кисточкой, потому что получается слишком темный цвет. А так очень даже красиво. Мне нравится. Вот такой вот цвет. Вот так он смотрится. Красивый бронзер, мне нравится. Также я себе беру бронзер от Catrice. Так, мне там упало. Это бронзер в оттенке 10. Его, кстати, можно найти в продаже. Вот такой тоже красивый бронзер. Шелковистая такая поверхность. Это матовый бронзер. Если вы любители матового бронзера. Вот тоже красиво лежит на лице. Неплохой бронзер. Так. Вот видите, он отличается уже цветом. Такой бронзер себе беру. Также я беру бронзер кремовый от бренда Pupa. Он у меня был в проекте Project Pen в оттенке 02. Красивый бронзер. Тоже хочу его уже добить. И поэтому я его беру сейчас в косметичку. Тоже прекрасный бронзер. Смотрите, тоже совсем другой уже оттенок. Он более рыжий, но красиво смотрится на лице. Еще один бронзер я беру от бренда Lamel. Это оттенок 404 Type. Очень хороший, как бы можно сказать, скульптор. Потому что здесь есть серинка. Прекрасный бронзер. Хотя написано Берлаш, но все используют его как скульптор. Давайте покажу вам оттенок. Ну, он у всех есть. Такой вот цвет. Тоже это матовый. Теперь давайте я вам покажу хайлайтеры, какие беру. Да, кстати, вот этот хайлайтер у меня всегда в косметичке. Я пользуюсь ими и как хайлайтер, и как базу подсвечивающую. Прекрасный, он очень многим нравится. Я часто вижу у американских блогеров его, но они берут более темный сейчас цвет, больше он такой как бы загарный, но это тоже красиво смотрится. Я беру больше не для цвета, а чтобы подсветить тональный свой крем. Давайте я вам покажу. Очень красиво смотрится на лице, смотрите. Очень красивое сияние. Вот у меня цвет 902. Мне нравится. Я его наношу и под тональный, как я вам уже сказала, и наношу как хайлайтер. Прекрасно смотрится. Также какой я беру себе хайлайтер. Беру я хайлайтер от бренда Essence. Тоже очень знаменитый, но я его больше использую как тень. Как тень он прекрасно смотрится, а как хайлайтер слишком яркий. Вот. Мне очень понравилось, как он смотрится на глазах. Как топпер сверху, если нанести, просто супер. Красиво смотрится. Смотрите, какой оттенок.
с розовинкой. Шикарный просто. Его я беру. Также я беру вот этот хайлайтер от бренда Catrice. Это достаточно такой деликатный хайлайтер. У меня в оттенке 010. Тоже прекрасно смотрится на лице. Вот такой у него цвет. Видите, он достаточно не такой вот он яркий, как предыдущий. Гладко лежит, никаких блесток здесь нету. Его беру. Также знаменитый хайлайтер от бренда Seven Days, да, это линейка Bicolor капсуль. Знаменитый, он пришел мне разбитый. У многих, кстати, он приходит разбитый, но я его спрессовала. Вот. Очень тоже красивый. Я его наносила и как хайлайтер, и как топерные тени. Красиво смотрится. Но как хайлайтер, конечно, немного ярковато. Но если вы любитель ярких хайлайтеров на вечер, почему бы и нет. Тоже очень даже красиво смотрится. Вот. Здесь вот такие вот блески. Красивый хайлайтер. Мне очень даже он понравился. И беру также себе жидкий один хайлайтер, кремовый от бренда Essence Baby God Glow в оттенке 20. Это розовый он такой. Я уже про этот хайлайтер вам рассказывала. Вот. Он быстро залипает, им надо быстро работать. Кстати, я эту пуховку отсюда убрала. Вот. И давайте я вам покажу цвет. Им надо быстро работать. Он быстро высыхает. Вот он уже, можно сказать, высох. Ну, красиво смотрится. Он не яркий, кстати. Не будет светиться, как из космоса. Вот смотрите. Все хайлайтеры, они все разные. Такой это более спокойный. Давайте теперь я вам покажу, какие я румяна себе выбрала. Взяла я вот такую палетку свою старую от Catrice. Их уже нет в продаже, но мне очень нравится качество этих румян. Кстати, эта палетка была у меня в Project Penny, и я дошла до донышка. Но, к сожалению, крышечка сломалась. Очень хорошие румяна, очень красивые. Здесь вот этот цвет мне очень нравится. Это матовый цвет, а это такой сатиновый цвет. Все три цвета просто шикарные. Мне очень нравятся они. Вот, может, на сводче не видно, но когда вы наносите на лицо, они прекрасно видны. Вот такие цвета. Хорошие, кстати, румяна. Давнишний выпуск, но качество прекрасное. Их я беру. Также я решила взять вот эти румяна. Я их в расхламлении про них вам рассказывала. Это с сайта Temu. Я их один раз попробовала. Ну, так себе румяна, но зато они стойкие, но оставляют тинт. Вот, упаковка мне не нравится. Здесь вот такая вот пуховочка. И вот так вот она раскручивается. Вот. Но она такая, знаете, пылит. Вот. Аромата. Есть какой-то аромат. Ну, приятный аромат. Не химозный, какими-то цветочками. Так, теперь трудно его закрыть. В общем, давайте я вам покажу цвет. Вот такой цвет. Это сияющие румяна. Кстати, у них есть в составе такие блестки мелкие. Так, давайте я вам покажу. Вот так лучше. Вот, смотрите. Есть немножко там блестки. Но они очень мелкие. Вот. Ну, цвет красивый.
Не знаю, попользуюсь, понравится, нет, так нет. Я их просто выброшу. Также я беру вот эти свои румяна. Им уже, наверное, года 2. Это, по-моему, новогодняя или рождественский выпуск. Это от Catrice, так они называются. Красивые румяна, яркие такие, освежайс. Ароматов вроде сейчас никакого нет. А до этого был, кстати, аромат достаточно яркий. Видно, выветрился. Они достаточно жирные. Но когда вы их растушевываете, они не такие яркие, кстати. Но вот жирненькие они. Ну, мне нравится, красиво смотрится на лице. Их беру. И еще одни румяна я беру. Кремовые. Это от бренда Catrice. Их тоже до сих пор можно найти. У меня в оттенке 0,50. Их надо хорошенько встряхнуть, так как если не встряхнете, там выходит сначала такой маслица. Вот цвет мне тоже нравится, красивый, такой темный. Давайте я вам здесь покажу. Достаточно пигментированные румяна. Вот. Они схватываются, но есть время растушевать. Вот такой вот цвет. Вот такие румяна у меня будут в ближайшее время. Так, следующее, что я беру, я вам забыла показать свои туши. Ну, туши у меня все те же самые. Новинок у меня пока нет. Я ими пользуюсь всеми. Один день такую, один день другую. Это Essence, это Eveline и моя тушь от Max Factor 2000 калорий. Прекрасные туши. Летом, конечно же, я пользуюсь водостойкими, так как когда потеете, может потечь тушь. Эта тушь не водостойка, но тоже такая нормальная. В общем, они у меня будут, эти туши. Так, также я беру подводку от Essence. Хорошая. Но я уже много раз говорила, просто не надо слишком наслаивать, иначе она будет трескаться. Так она стойкая. Хорошая подводка от Essence. Карандаш от Golden Rose. Я растушевочную стрелку им делала, подвожу межресничку, 407 номер. Вот такой вот стойкий, красивый карандаш. Ну и для слизистой вот такой вот от Essence в бежевом цвете. Вот их я беру. Кстати, то, что я вам говорила, оставляет тинт от румян, которые я приобретала. Вот эти стемы, вот видите, вот такой тинт оставляет, поэтому можно сказать, что они стойкие. Так, давайте я вам покажу, какие я беру палетки для лица. Беру я палетку для лица от Physician Formula. Обожаю эту палетку, классная. Здесь шикарнейший хайлайтер, самый яркий, румяна и бронзер. Ну, что говорить, много не буду говорить. Мне кажется, они у всех есть, и все знают качество этого бренда. Обожаю. Кстати, до сих пор есть аромат у этой палетки. Покажу. Вот здесь бронзер, румяна и вот такой вот хайлайтер. И беру также себе палетку хайлайтеров. Это такая старая уже. Она вся такая разваливающаяся от бренда Revolution. Это серия Reloaded, но шикарные здесь хайлайтеры, я их просто обожаю. И подсветить уголок, и просто как хайлайтер использовать. Вот, шикарные хайлайтеры. Смотрите, как гладко они лежат.
Вот такие вот хайлайтеры. Текстура просто шикарная у них. Также я беру тени. Давайте покажу, какими тенями я буду пользоваться. Взяла себе вот такую однушку кремовых теней от Essence. Это оттенок 02. Хорошие старые тени, но они не высохли и в прекрасном состоянии. Вот такие дуохромные розовые тени. Их я беру. Также я беру вот эти жидкие тени от бренда Max More. Этот бренд продается в магазине Action. Здесь матовые и шиммерные тени. Давайте здесь покажу вам. Вот такие вот матовые. Застывают прекрасно, не скукоживают и держатся прекрасно на веках. И вот такой вот шиммерный цвет. Вот так они смотрятся. Шикарные. Их я беру. И давайте я вам покажу сейчас, какие я выбрала палетки. Беру я вот эту палетку от бренда Revolution, так она называется. Это классика, вот такие вот коричневые цвета и коричневые шиммеры. Палетка на все случаи жизни, как говорится. Ну, светлый не видно. Ее беру. И давайте покажу вам шиммеры. Вот такие вот шиммеры. Также я решила взять в косметичку вот эту палетку от бренда Seventeen. Это греческий бренд. Мне очень здесь нравятся тени. В основном здесь я пользуюсь больше вот этими блестяшками. Но вот эти очень яркие. Ну, рыжий здесь такой бронзер. Румяна, кстати, прекрасный. Давайте я вам покажу здесь тени. Вот это очень мягкая блестяшка. Посмотрите, какие дуохромчики здесь. Смотрите, какая красота. Также давайте я вам сделаю вот эти. Вот это слишком ядовитые, яркие цвета. Посмотрите, какой классный розовый. Но мне кажется, я один раз только им воспользовалась, больше я им не пользовалась. Слишком яркий. Вот. Ну, давайте я вам покажу и румяна с бронзерами. То есть с бронзером. Вот такие вот румяный бронзер. Ну, как видите, они очень сыпучие. Румяна и бронзер. Вот так вот они смотрятся. Это матовые. Красивая палетка. Также я беру вот эту палетку, тоже одна из моих любимых палеток. Это Revolution Pro с блогером, с польским блогером. Очень красивые цвета и качество здесь шикарное. Давайте я вам светлые не буду показывать. Покажу вот блестяшки, коричневые цвета. Давайте начну с блестяшек. Ой. Такие вот цвета. Красивые здесь шиммеры. Так, на каком я остановилась? Давайте теперь вот эти покажу.
Шикарные цвета. Есть также и дуохромы. Смотрите, какой зеленый, красивый, болотный. Вот этот вот дуохром топерный. Очень красиво. Давайте так вблизи вам покажу. Очень красивая палетка. Часто тянется рука к ней. И давайте покажу вам парочку матовых. Очень люблю вот коричневые вот эти цвета. Здесь коричневые цвета, раскладка очень красивая. Смотрите. Ну, это светлый не видно. И давайте покажу вот эти цвета. Вот. Ну, красивая, девочки, палетка. Не знаю, можно ли ее еще найти или нет. И беру я себе палетку от W7. Это сделано а-ля под Huda Beauty. Единственное, здесь ужасные два цвета. Это вот это. Это глиттер. Я их даже не трогаю и сводчить не буду. А остальные цвета тоже прекрасные. Здесь качество такие шиммеры кремовые типа а-ля. Ну и матовые тоже прекрасные. Здесь давайте вам покажу шиммеры. Они до сих пор в хорошем состоянии. И вот они такие вот как бы кремовые, можно сказать. Давайте здесь вам покажу. Смотрите. Качество. Вот. Хорошие палетки WC, но мне очень они нравятся. Если не хотите отдавать 75 евро за палетки Huda Beauty, вот альтернатива это W7. И давайте покажу вам пару матовых цветов. Вот. Матовые здесь тоже прекрасные. Так, какие вам еще показать? Это, кстати, сатиновый цвет. Вот. И вот это давайте матовый. Хорошая палетка, мне она очень даже нравится. Палетки WSM хорошие, мне нравятся. Вот такая здесь раскладка цветов. И осталось мне вам показать карандаши для губ, блески и помады. Беру я в этот раз всего два карандаша, так как у меня в основном будут блески. Это карандаш от бренда Focus. От бренда 17. Номер я не помню, девочки. Мне кажется, номер здесь стерся, я не знаю. А вот 19 номер. Да, вот. 19 номер. Хороший карандаш, очень стойкий, он давнишний. Он не матовый, он вот такой вот такой вот шиммерный, можно сказать. Вот его я беру, мне нравится.
И мою новинку, то есть от Essence. Это их постоянная линейка. Цвет. Цвет вот здесь на колпачке. 402. Это такой вот рыженький цвет. Ну, тоже красивый. Я думала, он будет коричневый, но он оказался рыжим. Вот таких 2 карандаша беру. И давайте покажу вам помады. Беру я вот эту помаду от Catrice. Они, кстати, перевыпустили эти помады. Я думаю, перевыпустили, потому что первый их выпуск пах такой химозным заводом, можно сказать, резиной такой. Вот. Ну, тут тоже у меня... ну все, по-моему, мне кажется, она уже заканчивается. Но очень красивый цвет. Это вот а-ля такой коричневый, который выглядит на губах как мокрые губы. Вот, на сводче не видно. Вот, но до сих пор есть вот этот химозный запах. Также я беру вот эту свою помаду от She Glam. Тоже классная, она не пахнет ничем. У меня оттенок вот такой In Bloom. Тоже часто пользуюсь. Мне кажется, она тоже скоро закончится. Вот, тоже такой мокрый эффект. Цвет совпадает с колпачком. Также я беру вот эту свою помаду от Golden Rose в оттенке 01. Я эту помаду сочетаю вот с этим карандашом. Прекрасно, кстати, сочетается. Вот, давайте я вам покажу цвет. Вот. Такой вот цвет. Блеск от Catrice. Так он называется. Вот так он называется. 20 номер. Он не очень виден на губах. Здесь есть масла. Блесток здесь нет. Они не ощущаются. Но очень красиво тоже смотрится на губах. Такой вот лип-глосс. Их я беру. И мою любимую помаду, то есть блеск Plump It Up. У меня в оттенке 100. Как вы видите, она у меня почти закончилась. Первое время, когда я ее приобрела, я прям только ей и пользовалась. Обожаю. Очень даже понравилась. Красивая. Не щиплет губы. Ее можно наносить и без карандаша. Этот, то есть блеск, можно наносить без карандаша. На сводче не видно, но на губах просто выглядит шикарно. Здесь, как видите, вот такие блестки, но блестки не ощущаются. Вот, она у меня почти закончилась. Может быть, повторю, но в другом оттенке. Девочки, вот так у меня выглядит моя косметичка. На ближайшее время тональные средства я туда не ставлю. Единственное, пойдут вот так вот палетки сверху. Здесь в кармашке у меня блески, карандаши, туши. Вот так у меня будет смотреться моя косметичка на ближайшее время. Спасибо вам за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.